Пу-пу-пу. Мои дорогие, прекрасные, добрый день. Вы на канале Вера в Кураж. Сегодня, 22 мая, мне исполняется 22 года. Возраст, когда люди начинают ощущать себя в прайме, в потоке, в силе. И, в принципе, пытаются уже, наверное, как-то логично реализоваться. В связи с этим я решила, что будет прикольно записать себе памятное видео с тобой и с 10 вещами, которые я поняла за 22 великих года своей жизни. Итак, первая мудрая мысль, которая пришла мне в голову за эти годы: лучше быть дураком среди умных, чем умным среди дураков. Я успела побывать в нескольких разных дружеских компаниях и поняла, что там, где я была умной, если честно, потраченного времени жаль. Возможно, она была просто мазохисткой. Нельзя соглашаться на меньшее, на комфортное в вопросах карьеры и профессии. Сейчас я говорю именно про долгосрочное планирование. Когда вы рассчитываете на то, кем вам нужно быть, не нужно бояться ставить себе амбициозные цели. Потому что, скорее всего, если вы поставите себе какую-то амбициозную цель, вы достигнете чуть меньшего, возможно, большего, но по крайней мере, в моем случае это работает, что я достигаю примерно 70-80% мною амбициозно поставленного. Поэтому лучше поставить цель повыше и все равно достигнуть очень хорошего результата, который очень хорошо сыграет в вашем будущем в карьерном плане. Третье. Всегда должна быть финансовая подушка на здоровье и переезд. Все плохое случается тогда, когда вы этого абсолютно не ждете. Например, 2 года назад я оказалась в абсолютно ужасной ситуации, когда меня одновременно выселяли из квартиры, если что, по причине капитального ремонта всего здания, там выселяли всех. Одновременно с этим случилось еще несколько очень плохих моральных событий. Кое-кто из знакомых погиб, с некоторыми из друзей мы разошлись тогда. Также в это время шла сессия в институте, и однажды утром в течение этой сессии я проснулась от боли выстрела себе в челюсть. 3 разные стоматологические клиники, 4 разных врача не смогли мне вылечить зуб, не смогли мне провести грамотное лечение. И только вот последний врач, спасибо ей огромное, она избавила меня от бесконечной боли. Господи, дай бог ей здоровья. Избавила меня от ужасных мучений. Я не могла ни есть, ни спать, ни нормально разговаривать. Это было ужасное время. И поскольку все это вместе мешалось еще и с переездом в какую-то другую квартиру посреди сессии, у меня абсолютно кончились деньги, все те, которые я отложила на подарки своим близким на Новый год. И, собственно, если не поддержка родственников, я бы тогда буквально осталась бы на улице, не знаю, в ужасном абсолютно моральном и физическом состоянии. Так что не думайте, что ваша молодость — это залог вашего здоровья. Это абсолютно не так. 4. Финансовое планирование и анализ трат почти не тревожат мозг, если не пересчитать эти же траты за год или за 5 лет. Не так давно я начала вести полноценный анализ своих трат. Начала смотреть всякие интересные финансовые штучки, в том числе аудит финансовый, который делает Саша Рубанов. Очень советую вам тоже посмотреть. Я начала пересчитывать свои траты за какие-то абсолютно мелочи, какие-то подписки, которые вообще мне не нужны, я не пользуюсь. И оказалось, что за год на эти бесполезные подписки я могла бы, например, купить что-нибудь, например, шкаф нормальный, или отложить в накопление, или что-то другое, что мне действительно бы помогло в будущем. При этом я не могу назвать себя полностью финансово безграмотной. Все это время я отслеживала свои финансовые траты, но делала это по месяцам или по 2 месяцам, по 3, и эти суммы не казались мне какими-то катастрофически большими. Но когда пересчитываешь их на годы жизни и понимаешь, что сейчас это мог бы быть твой пассивный доход,
это немножко бьет по тебе. 5. Психологи существуют для поддержки в непростой период и безопасных сложных разговоров, но они не решат ваших проблем ни в голове, ни по жизни. Самый лучший совет, который мне дала психолог в свое время, это: ничего не получится, если ты реально сама не начнешь контролировать свои мысли. А человек может контролировать свои мысли, допускать определенные мысли до себя и заставлять себя мысленно отодвигать некоторые плохие вещи. Но на самом деле к этому пункту я бы добавила еще 80% психологических проблем решает убрать токсичное окружение и найти работу получше. 6. Бесконечный анализ себя, людей вокруг, саморефлексия не поможет избежать ошибок, потому что теоретические знания очень далеки от практического применения. Сами по себе рефлексия, самокопание, какой-то анализ психологический, да, он отнимет у вас огромное количество вашего времени, но ничего не изменит в действительности. Если честно, самое лучшее, что вообще можно найти от самокопания какого-то, мне кажется, это спорт. Потому что он и выматывает вас достаточно, чтобы вы не думали 2 часа ночью о том самом случае, который произошел 300 лет назад, и о котором не помнит никто, кроме вас. Но еще и улучшает ваше здоровье, ваше самочувствие, легче становится вставать по утрам. Спорт — это реально вещь. 7. Почти любым навыком можно овладеть лучше, чем большинство профессионалов, если уделить этому пару часов в течение пары лет. Это я на самом деле больше к вопросу о смене профессии. Очень часто, когда люди говорят о том, что занимались чем-то с детства, в большинстве случаев оказывается, что они уделяли этому пару часов в неделю. Да, на протяжении действительно многих лет, но тем не менее звучит это громко, а на самом деле занимало не так уж и много времени. Все это время, которое они растянули на много-много лет своего детства, на самом деле можно преодолеть за пару лет, если просто браться за это каждый день и делать регулярно. Опять же, это работает далеко не во всех случаях, но в большинстве случаев это действительно так. В интернете я наблюдаю за людьми, которые меняют свою профессию в 30, в 40, в 50 лет. Это действительно меня очень вдохновляет, потому что когда я в 19 лет начала заниматься музыкой, мне, достаточно молодой еще девушке, говорили, что это поздно, это no, ты уже не догонишь тех, кто занимался этим с детства. И действительно, я не догоню тех, кто занимался этим с детства каждый день, но реальность в том, что таких людей на самом деле очень мало. 8. Главный ред флаг в человеке — это пренебрежение к работе обслуживающего персонала и неспособность самому заниматься такой работой. Я вижу ситуации, когда люди как-то высокомерно общаются с продавцами, с официантами. Мне хочется подойти и пиздить, потому что то, что люди делают якобы менее умную работу, да, по сравнению с чем-то другим, это не значит, что они тратят на это меньше сил моральных, душевных, физических. Я бы даже сказала, намного больше. И также к разговору о том, что некоторые люди просто в катастрофической финансовой ситуации отказываются работать официантом или каким-то грузчиком просто потому, что это не престижно. Это просто для меня полнейший идиотизм, потому что, это работа. Обычная работа такая же, как и сотни остальных. Я за студенческие годы успела побыть и официанткой, и продавщицей, и бариста, гардеробщицей, грузчиком поработала на обувном складе. И вообще не могу назвать эту работу легкой. Напротив, я бы сказала, что она очень сильно физически выматывает. Также на вас еще и часто люди срывают свое недовольство и какие-то собственные загоны по поводу того, что они в жизни таким не занимались. My friends. Хорошо, молодец. Только мне зачем ты это рассказываешь? Что ты хочешь, чтобы я тебе похлопала в ладоши? Короче, это просто кринж какой-то. 9.
Тот, кто считает, что для творчества главное талант или вдохновение, либо никогда всерьез творчеством не занимался, либо оправдывает собственные неудачи. Самое главное в любом творчестве — это дисциплина. Причем чем она жестче, тем лучше. Чем быстрее вы сами себя и свой мозг приучите мгновенно включаться в это вдохновение, тем лучше и продуктивнее будет идти ваша работа. Но на самом деле творческая работа по своей системе мало чем отличается от любой другой. Поэтому слушать советы людей по поводу творческих специальностей, которые сами не являются творческими людьми, ну, это как будто бы сомнительная вещь. Все диванные recommendations. 10-й пункт, последний. При планировании на год вы, скорее всего, не сделаете 40% из запланированного, и это нормально. Особенно это актуально, если вы только начали заниматься планированием и еще толком не понимаете, как вы поставите цель, как вы к ней придете, что вообще для этого нужно сделать. Я знаю некоторых людей, которые пытались заниматься планированием, но бросили это дело, потому что они не достигали 100% того, что запланировали. Зачем? Стремиться к 100% успеху. Разве не стоит похвалить себя за то, что ты сделал 60 или даже 30%, а все остальное отсеялось за ненадобностью или просто, не было настолько актуальным, как другие проблемы? Ой, еще я хочу запомнить этот букет цветов. Хочу пожелать себе в этом году накопить на отпуск. Просто помимо работы, самоанализа и различных полезных штук, нужно еще находить время на то, чтобы иногда остановиться. Но я вам напоминаю, что пенсия однажды придет, и желательно начать откладывать на квартиру или просто какие-то накопления для пассивного своего дохода, чтобы после 35 лет не работать и быть счастливым. Все мои цели в карьере строятся на том, что я очень ленивая и не хочу в будущем работать. Ладно, всех вас люблю, всех благ, пока!